Я смотрю, тут многие вообще не понимают, что такое спуфер и зачем он нужен, но, блядь, упрямо его ставят. Надо, наверное, провести ликбез. Чтобы понять, что такое спуфер, нужно представить, что вы купили себе, скажем, автомобиль со скромным объемом двигателя 1 литр. Но не так давно производитель модернизировал линейку, и теперь в ней есть внешне точно такой же автомобиль, но с объемом двигателя 3 литра. И вот глубокой ночью вы отколупываете старый шильдик 1L со своей машины и приклеиваете вместо него гордый шильдик 3L. Прохожие подвоха не заподозрят и будут думать, что вы обновили авто. Но стоит заглянуть под капот, сразу станет все понятно. Да и получить мощь, доступную 3 литрам, на 1-литровом движке не получится, какие шильдики ни клей. Так вот, спуфер — это шильдик. Он лепит на вашу приставку PlayStation с прошивкой, скажем, 3.55 цифру 4.60. И на этом все. Он никак не меняет нутро, поэтому игры, рассчитанные на прошивку 4.60 на 3.55, не пойдут ну никак. Я уже много раз рассказывал почему, но еще раз вкратце повторюсь. Все программы для PlayStation и Xbox имеют подпись производителя, специальный ключ. Если хакерам удается своровать один из таких ключей, то в следующей версии официальной прошивки он банится, и такие программы на них больше не запускаются. По большому счету никаких новых функций в прошивку не добавляется, в основном все дело в бане ключей. И наоборот, более ранняя версия прошивки ничего не знает о новых рабочих ключах, которые были добавлены в более позднюю версию, поэтому не может запустить игры, подписанные обновленным ключом. Соответственно, есть два пути запустить игры, требующие более старшей версии прошивки. Первый — это дождаться так называемого патча. По сути, запускной файл игры для более старшей версии прошивки расшифровывается, а затем переподписывается более старым ключом, который понимает более старая версия прошивки. Ну, вы наверняка видели игры под прошивку 3.55, в комплекте которых идет патч для запуска на 3.55 или даже 3.41. Второй путь — это сделать кастомную прошивку на базе более новой версии официальной прошивки. Новые игры на ней пойдут, но возникнет проблема со старыми, с теми самыми, которые пропатчены, так как те ключи, которыми они пропатчены, добавлены в бан-лист на новой версии прошивки, и она их не запустит никогда. Поэтому все старые игры придется скачивать заново в их оригинальном, не пропатченном виде. Так зачем же тогда нужен спуфер, если он не дает возможности запускать игры? А нужен он в основном как защита от случайного обновления прошитой консоли на официальную версию прошивки. Ведь официальная прошивка есть абсолютно на каждом диске с игрой в папке PS3 Update, а также принудительные обновления требуются при каждом входе в PlayStation Network или если просто выбрать соответствующий пункт меню в XMB. Так что если дома есть дети, отцы и прочие тупые олени, им хватит мозгов согласиться на эту операцию. И через 5 минут ваша дорогая прошитая консоль превратится в никому не нужный кусок железа, подешевев наполовину. Чтобы этого не произошло, можно поставить спуфер, который будет говорить, что у вас, скажем, 9.99 версия прошивки, и случайного обновления не произойдет. Второе применение спуфера — доступ в PSN без обновления прошивки. Но у Sony есть масса способов проверить реальную версию прошивки другими средствами, и вероятность схватить бан равна практически 100%. Это вопрос времени.